Друзья, вы меня много раз просили рассказать о своем маленьком токарном станочке. Я уже делал про него видео сразу после приобретения, но с тех пор прошло много времени, и сегодня расскажу, как я его модернизировал, что для этого нужно, какие есть нюансы и сколько это стоит. Это не залипательное видео, а чисто техническое, как говорится, по просьбам трудящихся. Сначала расскажу о механической части, потом об электронной, ну и, наконец, о программной. Ссылки на станок, комплектующие и, самое главное, на бесплатную программу управления оставлю в описании. Это не реклама, просто реально в комментариях было много просьб рассказать, как устроен мой станок. В общем, станок изначально продается без двигателя вот в такой комплектации и стоит на момент выхода этого видео чуть меньше 15 тысяч рублей. Про комплектацию станка двигателем от промышленной швейной машины и закрепление его на основании говорить сейчас не буду. Об этом можете посмотреть по ссылке вверху. Кстати, в целях экономии можно использовать любой из имеющихся у вас двигателей и успешно на нем работать. В общем, сейчас расскажу о том, как из него можно сделать полноценный токарный ЧПУ станок и потратить в разы меньше денег, чем покупать готовый, пусть даже и самый дешевый. В том же месте, где расположены органы управления станком, добавил пару кнопок. Это выключатель питания драйверов шагового двигателя и кнопка отключения удержания мотора в момент простоя. Это нужно для того, чтобы, как и прежде, на нем можно было работать вручную. То есть кнопкой разблокируем двигатели и спокойно крутим ручки продольного и поперечного суппортов. Один из шаговых двигателей установил на прямой привод поперечного суппорта через самодельную муфту из капролона. Она компенсирует несоосность, но в то же время позволяет вносить минимальные конструктивные изменения. Второй двигатель через ременный редуктор установил на маховик продольного перемещения. По правилам, оба двигателя должны быть установлены через ременный редуктор для компенсации ударных нагрузок. Но здесь станок небольшой, детали обрабатывают тоже в основном небольшие, соответственно и капролоновой муфты вполне будет достаточно для компенсации. Очень удобно здесь реализовано крепление резцедержателей. В верхней части суппорта есть два Т-паза, в которых они и крепятся в совершенно произвольных плоскостях. Одновременно можно устанавливать несколько резцов и написать, например, программу, чтобы обработка происходила сначала проходным резцом или резьбовым, а потом сразу отрезным без смены инструмента. При потоковой обработке это очень удобно и отпадает необходимость покупки револьверной головки. В базовой комплектации в Teig нет гитары и, соответственно, возможности нарезать резьбу. Это меня и подтолкнуло к оснащению его электронной гитарой. В интернете есть много вариантов с автономным контроллером на базе Arduino, но я решил подключить свой станок к компьютеру, чтобы не ограничиваться только нарезанием резьбы. В программе, которую я использую для резьбы, нужен дополнительный шаговый двигатель. Он подключается только для нарезания резьбы, но проявив немного фантазии, можно использовать переднюю бабку как поворотную ось. Как это работает, можно посмотреть в видео про подарок в виде гвоздя. В таком варианте при нарезании резьбы нужно накидывать ремень, а после окончания снимать его, чтобы основной привод случайно не прокрутил шаговый двигатель и не вышел из строя его драйвер. Резьбы можно резать как метрические, дюймовые, так и уж совсем экзотические. Кстати, если сделать муфту сцепления, не нужно будет перекидывать ремень. Даже подключение и отключение муфты можно организовать через программу. Но для этого нужно поменять контроллер с Arduino Uno на Arduino Mega. Стоит он немного дороже, зато появится возможность подключить не 3 шаговых двигателя, а целых 5 и дополнительную периферию. Если вы помните, я делал видео по изготовлению микрошахмат и в том случае придавал форму шахматной фигуры резцу и таким образом добивался повторяемости фигур. Сейчас процесс происходит быстрее и не нужно менять резцы под разные фигуры. В принципе, можно наладить балконное производство серии небольших, но точных изделий. В 2000-х годах мы точили ручки для мебельных ящиков из дуба. Вот тогда бы мне это чудо, и я завалил бы готовой продукцией все близлежащие магазины.
Использовать токарный станок можно не только по своему прямому назначению, но и легко превратить его в небольшой фрезерный ЧПУ. В общем, все зависит опять же от фантазии. Самое главное, что все переделки довольно бюджетные, и точность самого станка позволяет его очпушить. Такую конструкцию я делал как временную, на тот момент у меня еще не было фрезерного станка. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Когда-нибудь доведу до ума. С обратной стороны станка находится сам контроллер Arduino Uno, 3 шаговых драйвера и блок питания. Концевики пока не делал, не потому что это для слабаков, просто, возможно, еще буду переделывать, да и в случае экстренной необходимости всегда можно просто отключить станок. Схема до невозможности проста, больше ушло времени на изучение программы, чем постройку самого станка. Arduino Mega не намного длиннее, для нее нужна другая прошивка, но и возможностей подключаемой периферии будет больше. Изначально я использовал CNC Shield и драйвера 4988. Такие часто используют для постройки 3D принтера. Стоят они копейки, и в мощности в принципе хватало. Поменял на большие драйвера, поскольку нужно было нарезать резьбу на 12-м прутке, резьба была дюймовая, ну и так сказать, что было с запасом. Программа для управления станком называется GRBL GRU, ну и соответственно прошивка у Arduino будет GRBL. Она совершенно бесплатная, имеет приятный интерфейс и довольно часто обновляется. Это единственная вменяемая программа для токарного станка на базе Arduino, которую я нашел. Она умеет управлять не только токарным, но и фрезерным, пенорезкой. Недавно автор добавил управление роботами-манипуляторами. Но, если честно, для фрезерного станка есть более удобные программы. Немного расскажу про саму программу, это не будет полноценным уроком, просто небольшой экскурсией. В ней есть с левой стороны две вкладки, называется 2D и 3D. Сначала во вкладке 3D указываем диаметр нашей заготовки, потом во вкладке 2D выбираем тип инструмента, выставляем угол наклона, угол заточки и так далее. Импортируем DXF шаблон, ранее подготовленный в другой программе, либо выбираем простой тип обработки, это фаска, радиус и резьба. После этого в меню чертежи кликаем правой кнопкой мыши и создаем тип задания. Черновая обработка, черновая плюс чистовая и нарезание резьбы. Внизу настраиваем количество проходов и другие параметры. Во вкладке 3D проверяем, все ли в порядке, и нажимаем старт. Еще очень удобная и нужная функция – это макросы. То есть можно готовые коды записать как отдельные кнопки и очень быстро к ним переходить. Самый большой минус этой программы, на мой взгляд, это невозможность обрабатывать внутренние поверхности деталей. Я решил эту задачу довольно просто. Назначил кнопку в макросах, которая инвертирует ось X. И теперь программа думает, что резец движется вперед, а на самом деле он движется в обратном направлении. Таким образом, теперь можно обрабатывать и внутренние поверхности, и даже нарезать внутреннюю резьбу. Если суммировать цену начального комплекта, получается такая картина. Базовый токарный станок 15 тысяч, Arduino Uno, если брать на алике, плюс CNC Shield плюс комплект драйверов, примерно 650 рублей. 3 шаговых двигателя по 1400, шкивы и ремни примерно 1500, их я покупал у нас в мастерской по ремонту электроинструмента. Итого 21 350, ну пусть еще различные кнопки, провода и так далее. В общем, за 25-30 тысяч рублей уже можно собрать базовый токарный ЧПУ, а остальное докупать по мере необходимости. Двигатель можно даже приспособить от стиральной машины, их полно бэушных продается в интернете. Лучше, конечно, сервопривод, но здесь уже, как говорится, все по карману. Даже если у вас еще нет токарного станка, уже сейчас можно скачать эту программу. И еще раз повторюсь, это не реклама. В ней есть очень хороший демо-режим, на котором можно учиться виртуально обрабатывать детали. И это очень здорово сэкономит время. Ну и после покупки станка останется только его отчпушить и вперед и с песнями. В общем, было бы желание, а оправдание всегда найдется. Пока-пока.